Машинного помета нету. Песок где-то с потолка сыпется здесь сквозь картонку и вот сюда вот на стол. Затопил печку. Друзья, всем привет. Приехал на избу-заползуху. Давно я не ловил окуня, щуки. Попробовать порыбачить здесь. Ну, избу проверить. В избе влажно. Вытряхнул все постельное белье и затопил печку для того, чтобы его сейчас просушить. Все развесил там. Доехал я быстро. Болото сухое, поэтому на каракате доехал просто моментально. Быстро идет. Ручьи все сухие, так что вот такие вот дела. Ну, уровень воды в озере все равно высокий, так как вот эта бобровая плотина здесь, они регулируют уровень воды. Ручей проезжал сухо, а в озере воды много. Двери прикрою, пускай там все подсыхает. И пойду за водой, схожу, заодно проверю бобровую плотину, как она там, в каком состоянии. Ручей бобры вообще остановили, как в озере. Тут всегда было течение. Ветер разыгрывается под вечер.
становится чуть-чуть прохладнее, и оттуда тянет какие-то тучи темные. Хотя по прогнозу дождя не обещали ни сегодня, ни завтра, а послезавтра, по-моему, дождик мелкий стоит. Сколько я здесь пробуду, не знаю, все будет зависеть от рыбалки, как будет клевать рыба, поэтому ничего не загадываю. Могу остаться на 2, на 3 дня, может на 4. Посмотрим. Котлеты просто огонь. Пока собирался, пошел мелкий дождь. Зашел в избу, и как раз еще ветер сюда, и он прямо захлестывает под крышу, под эту. То есть тут тоже не посидеть. В этот раз взял с собой кучу железа. Хочу попробовать щуку половить. Есть интересные блесна вот такого плана, необычные, с такими вот штучками. Взял с собой зимние удочки, попробую в отвес. Блесна есть всякие. Короче, набрал. В этот раз вообще взял 2 коробки. Вот одна коробка, вот такая вот полная, и вот вторая вот такая тоже коробка, полностью тоже с воблерами. Вот там всякие разные, большие есть, и железо есть, и резина есть крупная. Вот на такую резину в том году щука здесь хорошо клевала. Ну как хорошо, клевала. Щуки здесь немного, поэтому хорошего клева здесь точно ждать не стоит. Но на такую резину она здесь попадала. Вот такая вот крупная резина. Белый твистер, но она большая. Не знаю, сколько она в дюймах в размере, но не маленькая такая. Такой комок иголок натаскали муравьи. Новый начали они строить под лодкой. Приехал в другую сторону озера, сменил на том месте 3 блесны, 2 воблера, джигом попробовал ступенькой на дне и просто равномерной проводки, ни одной поклевки. Глубина где-то метров 5, наверное. Так вот, примерно. Попробую на ратлин. Вот вес. Все-таки это уже осень, может быть, он... Надо ему вертикальную игру. Но уже складывается впечатление, что рыбалка сегодня не состоится. Даже ни одного окуня не видел, чтобы он до лодки дошел. Вот так даже приманку сопровождал. Пробую на максквад, на такой зеленый. Не знаю, уже кучу всего перепробовал. Это уже 6-е место я сменил. И ни поклевки. Утки крякают, вот сидят в траве. Слышно, наверное. Вот тебе и рыбалка. Рыба у вас тут валом. Клюет на все подряд. В любое время. Вот и в любое время. Я, конечно, не был с той стороны. Вот, куда ветер дует, туда. Возможно, там вся рыба где-то скопилась. Вот он. Вот максквад. Первый окунь. Отлично. А то я думал, уже
Рыбы в озере не стало. Нормально, якоря не хватило. Хотя вот 300 рядом. Только-только где-то зацепился. Якорь у меня 7 метров. Я уже, ребята, не знаю, что ставить. Вот из этой коробки буквально я вообще все, что можно здесь, перепробовал. Крупные воблера, резину крупную. Вот такой вот барахло тут все. Ну тут как бы выбор большой. И здесь, и в этой коробке тоже перепробовал. Тут крупные блесна есть. Вот то самое есть, вот такая вот. На нее когда-то я тоже ловил. Хорошая блесна вот такой расцветки. У меня их 3 штуки. Тем не менее, ни поклевки. Одного окуня поймал на Максквад в том месте. Все перепробовал. Потом уже ратлином в отвес. Балансиром. Ни поклевки больше. Одного какого-то поймал случайно. И все. Время 7 часов вечера. Решил подогреть картошку с грибами, которую взял из дома. Так как сегодня остался я без ухи. Поймал всего одного окуня. И того, наверное, случайно. На воблер. Больше ни поклевки я не видел. Проловил я сегодня 4 часа ровно. Вот сейчас только что подъехал, разжег костер, поставил чайник подогревать, и дождь пошел. Вот слышно по крыше. Сейчас надо по-быстрому все скипятить. Ну, он то есть, то нету, такими перерывами. Ну вот такая рыбалка. Сейчас кушаю, потом время-то еще рано, 15 минут 8, дочитываю свою книгу, вот эту. У меня там уже больше половины прочитано. Я читаю в избушках. Вот. Дома что-то некогда, в избушке. Интересно такую книгу почитать. «Таежный тупик. История семьи староверов Лыковых». Интересная очень книга. Кому нравятся такие, советую. Вот в том углу стоял на якоре час, наверное, и не поклевки. Пробовал воблера, блесна ступенькой, то есть тянешь, она сыпется, потом опять тянешь, сыпется. Пробовал джиг у дна ступенькой равномерно, крупную резину, мелкую резину, разные твистера попробовал, красный, зеленый, потом фиолетовый такой есть.
еще есть какой-то, как типа машинное масло, такой темный, ни поклевки вообще, кидаешь как в лужу. Непонятно, что с рыбой происходит, либо попал я в такой момент, что не клюет. Сейчас переехал сюда, где вчера попал окунь на воблер. Попробую еще здесь. О, была, ребята, поклевочка. Вот он. Опа, вылетел сам сюда. На резину взял все-таки. Вот такой окушок, не крупный, грамм 150 может быть. Но я рад, что хотя бы этого. Сейчас попробуем здесь. У меня аж от радости тут что-то все запуталось. Есть, вроде. Вот он. Уже нормальный окунь попал. По крайней мере. Ух, радости-то. Опять был ударчик. Больше не поклевки. Попал все-таки на воблер окушок. Такой грамм, наверное, около 200. На Максквад, на тот же. Кидал, наверное, не знаю, минут 15-20. До этого резину кидал. Он идет за резиной, но не берет вообще ни в какую. Просто идет. Сопровождает ее до лодки. Вот. Все-таки на воблер схватил. О, самой лодки вот здесь вот взял. Это уже 5-й окунь. Хоть что-то. Время час дня. Приехал на избу, варю уху. Удалось поймать только 5 окуней. Ну, мне в принципе хватит. Все, вот такая рыбалка. Потом я здесь в камышах пробовал, рыбачил. Здесь постоял. Здесь окунь точно есть. Просто вообще ни одного выхода, ни одной поклевки. Поменял все, что можно. Уже не знаю больше на что ловить. Просто не клюет и все. Вот такая вот рыбалочка выдалась на сегодня. По поводу головешки. Вот. Попробовал я 2 раза тушить ее. Еще стопка водки туда.
Но я вам скажу, толку вообще никакого нету. Это просто, ну, знаете, ерунда на самом деле. От водки тоже в такую кастрюлю, ну, что, стопку туда нальете, толку никакого. Туда надо вылить полбутылки как минимум. Это раз. Вот. Во-вторых, головешку надо совать, я не знаю. Ну, я большое только полено пробовал, тушил, и поменьше. Разницы вообще никакой нету. Пускай лучше она на костре варится и пропитается вот так вот дымом. Это больше эффекта дает, чем вот эти всякие головешки. Вот. А самое главное, уха вкуснее становится. Ой. На следующий день она настоится, и вот это вот просто ни с чем не сравнимая. Она намного вкуснее будет завтра, чем она сегодня будет, чем сейчас буду есть. Вкуснятина. Кстати, с морковкой нормально так. Небольшую сладость дает. Вкусно. Попытка номер 2. Уезжаю на водоем. Время 4 часа. Взял с собой коробку с мушками, стримеры, бомбарду и мелкие-мелкие вертушки. Там первый номер, второй. Такая различная мелюзга. Снаряжаю бомбарду. Вот сейчас у кромки травы всплески. Но я думаю, что это не окунь, а плотвичка. Прям горбики такие, хоп-хоп, из воды выходит. Вон, о, булькает. Сейчас кидал вертушку мелкую, второй номер, Мэпс, серебристую, но не поклевки. Если бы окунь был бы, не знаю, может окунь не клюет. Длина поводка примерно метр, бывает 1,5 делаю, как и на Хариуса. Примерно оснастка то же самое, ничем не отличается. Поплавок 12 грамм, сама бомбарда, балда, все называют по-разному. Можно хоть 30 ставить, хоть сколько, никакой разницы нет. Он плюхает, скорее всего, что плотва. Это окунь, не крупный окушок. Такой грамм 100, наверное. Есть. Еще один. Интересно, так булькнул, схватил, как Хариус с поверхности. Тоже окунь. Тоже такой средний окушок. Есть. Вот такая плотвичка попала сейчас. Готово. О, побежала. Кто там у нас? О, еще одна плотва. Вот она. Отлично. Сейчас еще один кружок. Надо бы, конечно, его где-то подальше в другое место. Как жалко, что ведро не взял под живца. Конечно, у меня дырявый немножко, но сколько-то поживет. Вот так его сейчас закрепим тут. Ой,
более-менее такая по рывкам чувствуется, что плотва. Ох, какая толстенькая, хорошенькая. Камера что-то не фокусируется. Что-то небольшое. Опять плотва. Ух ты, там бурлит ее сколько заиграла. Есть еще. Ух ты. Нормально. Никакой удочки не надо. Еще одна. Отлично. Пошел дождик, надо над камерой ставить крышу, чтобы ее не замочило. Я-то ладно, высохну. Еще зацепилась, еще дождь начался. Ай. Ставлю четвертый кружок. Четвертый готов. Так что ладно, попробуем. Подождем, может быть, щуки завтра, может быть, посмотрим. Пускай стоят. Единственный момент, что если попадет покрупнее щука, я боюсь, что она этот кружок куда-нибудь в эту тресту затянет в траву. Я его потом не найду. Единственный момент такой. А так стоят они отлично. Вдоль бровки туда. Раз, два, три, 4, 5. Ну, пятый я уже не вижу. А нет, вижу он. Вот это ухи сегодня сварил. Картошки, морковки, лука. Рыбы только жалко нету. Все на обед съел. Время уже 7:30 вечера. На улице, можно сказать, темно. Сажусь ужинать. И буду сейчас попозже собирать рюкзак на завтра в поход. Что-то скидаю. Подготовлю все. Снасти, спиннинг. И завтра с утра отсюда выезжаю на каракате. А там иду пешком. Беру с собой палатку, спальник. То есть иду с ночевкой. Посмотрим. Половим хариуса, попробуем.
Друзья, всем доброе утро. Все, я уже на месте. По болоту доехал на каракате. Сейчас захожу в лес и ухожу на речку. Перехожу гору. Все, дорогу накрыл тентом, в кузове все прибрал, на всякий случай от дождя. Погода пасмурно, но дождь может быть в любой момент начаться. Оно такое, где-то вот только-только. Думаю, что пойдет дождь. Вышел на противоположную сторону горы, и вот такой вид туда открывается. Небольшой перекурчик. Осталось вот этот гребень пройти. Я думаю, там скала. Посмотрим и будем спускаться к реке. Я так думаю, что она там, потому что я этот пятачок здесь горы прошелся, и ее не видно. Скорее всего, что вот там она. Иду очень тихо и аккуратно, переползая. Осталось вот до вершины недалеко. Вот она за мной там. Пещеру я, короче, так и не нашел. Не знаю, где она. Спускаюсь уже к реке. Ноги можно переломать. Кочки очень высокие, выше колена. Ничего не видно в траве. Там вообще под горой очень частый лес. И скорость была, наверное, 200 метров в час. Пробирался. Просто вообще идешь как черепаха, ползешь вот так вот, ветки разгребаешь. Ничего не видно. Ужас. Очень частый лес. Я редко такой встречаю. Невозможно идти. Вышел к речке, все просматривается. Вода очень прозрачная, но рыбы вот не видно. Полные сапоги, иголок, листьев, веток, что только нету. Ладно. Все на месте. Немножко отдохну, буквально минут 15-20, и пойдем сходим, попробуем половить хариуса, если он тут есть. Хотя я уже начал сомневаться, что он в этих краях есть. В принципе, это такой поход-проверка в эти места. Ни разу здесь не был, именно такой осенью. Вот. Ниже там точно хариус знаю, что есть, а здесь, может быть, он выплывает, потому что я сейчас, когда шел вдоль горы прижимом у речки, выглядывал. Прозрачность воды очень хорошая, все видно за деревьями, под деревьями. И рыбы вообще никакого движения не видел, поэтому не знаю, если она тут, может уже хариус весь выплыл. Летом он здесь точно есть, это 100%. Уже вода вскипела. Быстро. Вот, а сейчас под вопросом. Сейчас схожу, проверю, если здесь рыбы нету, то больше сюда не ногой. В это время года, только летом можно сходить.
Листья носит по дну с обратным течением. Пробую на блесенку, на колебалку. Если бы Хариус даже интересовался блесенкой, где-то разворачивался, но не хватал, видно было бы, потому что блесну кидаешь, и все до самого берега все просматривается. Под каждой травинкой, под каждым вообще ямкой, коряшкой все видно. Мне кажется, его здесь нету в это время года. Есть кушок, взял не сразу, но попал. Это уже вечер, время 17:24. Успеваю еще так вот выехать перед темнотой буквально, попробовать, может, на уху достать чего-нибудь. Второй. Не понял. Только что сейчас до этого туда кидал. Не поклевки. Чисто случайно. Сейчас рыбачу окуня и увидел кружок. Вот он у меня. Хотя я его ставил на противоположном берегу озера. Как он здесь оказался, непонятно. Вот плавает. Сейчас подъеду, посмотрю. Есть. Размотано. Или ничего нету. Понять не могу. О, вот это, ребята, щука. Ё-моё. Килограмм 8-9 будет. Вот это монстр. Вот это да. Как я ее доставать буду, я не представляю. Это даже не пятерка и не шестерка. Это торпеда вот такая, наверное. Ужас, я такой щуки не видел, если честно. Ой, у меня аж руки трясутся. Вот она и привела сюда этот кружок. Я ее даже к лодке не могу подтянуть. Ёлки-палки. Вот это монстр. Вот это щучка. Надо ее аккуратно под жаберную крышку как-то хватать и прям в лодку сюда. Так. Спиннинг
куда-нибудь убрать тут подальше. Ух ты, крокодилы тут есть. Главное, чтобы заглотило хорошо. На глубину идет. Сейчас может вымотается. Елки-палки. Никак не подходит. Вот это торпеда. Стой, родная. Иди-ка, плыви-ка сюда. У меня даже руки не хватает ее голову под жаберную крышку схватить. Это просто нечто. Заглотила хорошо, конечно. Тихо, стой. Блин, как ее взять-то так? Вот она, ребята. Вот это крокодил. Вот это, ребята, щука. Обалдеть. Это килограмм 7-8. Смело будет, а то и больше. У меня где-то весы есть. Там, вот там, как его, в рюкзаке. Вот это щука. Вот это эмоции. Обалдеть. Вот это уха будет из головы, печени, все. С ума сойти. 7 килограмм. Вот, не знаю, видно, не видно. Вот это, да. Вот эта щучка. Вот она. Вот эта уха сегодня будет. Голову пришлось разрубить на 4 части. Хвост не стал, потому что и так, наверное, полный котелок будет. И плюс еще 2 окунь. Одна печень чего стоит. Вот это уха.
буду ужинать садиться. Чайник подогреваю на печке. У меня там вода была уже. Время 20 часов 15 минут и буду ложиться отдыхать. Сегодня день какой-то такой тяжеленький был. Поискал я, походил, харился, набродился вдоволь. Поэтому сейчас буду книгу, наверное, прочитаю. Всего одну главу. Обычно 2-3 главы читаю. И лягу спать. Вот стая уток плавает. Вот 2 и вот 4 штуки. И очень много сидело в кустах. В тресте в этой. Погода просто как летом. Даже не сказать, что осень. Вот этот кружок, смотрите, земля. Где-то, значит, щука, что ли, там размотанный. Щука, что ли, была, таскала его. Сейчас вроде нету никого. Да, сошла, наверное, была. Ага. Хватало и, скорее всего, по дну, наверное, волочила его там. Друзья, ну вот такая вот выдалась рыбалка. Везу домой одну щуку. Окуня я так и не половил. Там поел и все. Сейчас уже выехал к ручью и хочу срезать здесь берег. Очень крутой подъем под 90 градусов и ручей глубокий. Так что сейчас этим делом займусь и еду домой. Все, всем пока, до новых встреч на канале и всем удачи. Берегите друг друга и всем здоровья.